Больше всего, конечно, из-за того, что Байден ушел в отставку, из-за того, что Байден решил не выдвигаться, пострадал, сами понимаете, кто? Путин Владимир Владимирович. Песков прямо заявил, говорит, значит, Песков напомнил, что Путин говорил, что для России предпочтительнее, как президент США, предсказуемый кандидат Байден. Так что Путину не повезло, Байдена он президентом не получит. А как он хотел, как хотел. Ну что поделать, выражаем свои соболезнования Путину Владимиру Владимировичу. Но Песков не унывает, говорит, до выборов еще 4 месяца, это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше. В приоритете для нас достижение целей СВО, а не результаты выборов в США. Видите, он как бы СВО, США пытается объединить эти две аббревиатуры. Но россияне обязательно будут гадить, уверяю вас, на президентских выборах в США. Будут пытаться добиться своих целей, не знаю уж, какие они у них там будут, и уж точно будут пытаться нанести ущерб, урон американской демократии. А мы с вами здесь на канале Штельман не будем это россиянам позволять, потому что все время будем все разоблачать, правду вскрывать, глаза всем раскрывать. Но для этого, сами понимаете, чтобы принять участие в этом упражнении, вот сюда надо вписаться, в подписчики канала Штельман. Вот вчера стало их 400, нас, то есть 462 тысячи нас подписчиков. Почему? Потому что вот стоило Байдену уйти в отставку, маленький шаг для человека, но большой шаг для шапельманометра. Понимаете? Маленький шаг для Байдена уйти в отставку, плюс 1000 подписчиков на нашем с вами шейтельманометре. Спасибо, подписывайтесь на канал Штельман и ставьте лайк этому видео. А мы идем дальше по этой самой актуальной повестке. Значит, американские СМИ о решении Байдена сняться с выборов. Нью-Йорк Таймс пишет. Президент Байден был загнан в угол, и у него не было другого выбора. Интересно, а кто загнал президента Байдена в угол? Уж не Нью-Йорк ли Таймс? Те, кто внимательно, опять-таки, смотрит со всеми выпусками на канале Штельман, помнят, что сначала, какая хронология была событий? Сначала неудачные для Байдена дебаты. Проходит, это все было с четверга на пятницу у нас ночью. Проходит буквально 2 дня, в Нью-Йорк Таймс выходит разгромная статья с просьбой к Байдену уйти в отставку, где пишется, вы были отличным президентом, но, товарищ, вам пора, товарищ, пройдемте. И тогда я вам подробно зачитывая сказал, вау, похоже, это сейчас начнется. Это была редакционная статья Нью-Йорк Таймс, что четвертая власть начала свою работу, начала подтачивать Байдена и заставлять его уйти, посмотрим, как это повернется, сказал я. Через еще несколько дней сказал, что все уже повернулось. И 5 июля уже я сказал, что все, Байден уйдет в отставку под давлением прессы и под давлением своих же друзей по партии, которые начали тогда заявлять о том, что они его не поддерживают, просят его уйти. Ну и, как выяснилось, еще Джордж Клуни присоединился и так далее, и так далее, и так далее. Так что Нью-Йорк Таймс смешно написала, что был загнан в угол. Загнала Нью-Йорк Таймс. Написала такую статью, и это бац, еще минус 1,5% рейтинга. Экономист еще минус 1,5%. Вашингтон Пост еще 1,5%. Джордж Клуни еще минус 2%. Нет, Джорджа Клуни я понимаю, он рассчитывал стать следующим президентом, но он, скорее всего, станет только в 2028, а пока его вряд ли сейчас выдвинут в вице-президенты. Wall Street Journal. Многие опросы, включая недавний опрос Wall Street Journal, проведенный после провальных президентских дебатов в конце июня, показали, что избиратели относятся к Харрис примерно так же негативно, как и к Байдену. Видите, Wall Street Journal считает, что у Харрис тоже плохие шансы, как и у Байдена. Но, тут уже от себя скажу. Во-первых, я считаю, что все опросы, которые были до, просто теряют актуальность. Если Харрис становится официально кандидатом, то проводятся новые опросы, и в них опрашиваемый по-другому относится. Одно дело, когда вас спрашивают гипотетически, другое практически. Когда вас сегодня гипотетически спросят, проголосовали ли бы вы на выборах президента Украины за Залужного, условно говоря. И вы скажете, да, конечно, проголосовал бы. Но когда встанет вопрос, вот этот или этот, и конкретно это будет уже фактом, ваше мнение может измениться. Ну, подумайте сами, может. Может не измениться, а может измениться. Вот так и с Харрис все может измениться в этом смысле. Я, кстати, решил, чтобы 2 раза не вставать, провести опрос на канале Михаила Штельман с Киева. Напомню, это все в телеграм-канале.
происходит. Вы можете зайти на телеграм-канал, внизу ссылка в описании, и проголосовать. Ответить на простой вопрос: кто следующий президент США? Дональд Трамп или Камала Харрис? Я понимаю, что читатели и зрители канала Шительман не граждане США, поэтому голосовать большинство из вас. Поэтому только небольшая часть будет голосовать реально на выборах. А то, что я здесь спрашиваю, это чисто из любопытства ваше мнение, ваш прогноз. Это не то, что вы, не дай бог, голосуете. Это вы прогнозируете. CNN. Перед демократами сейчас стоит беспрецедентная задача. Да, но насчет того, что она беспрецедентная, это правда, потому что давненько не было такой ситуации. Чтобы вот так за 3,5 месяца до выборов основной кандидат от демократов снимается с выборов. И что дальше делать, как быть? Поговорим об этой предвыборной стратегии, я вам расскажу как политтехнолог, что бы я делал на месте демократов, да. На месте республиканцев, может быть, потом и в такое поиграем. Но это ж просто игра, не более чем. Я же не советы, не дай бог, раздаю, потому что, знаете, вот это. Значит так, как некоторые там из российской оппозиции. Украинцам надо сейчас провести выбор, украинцам надо отступить, украинцам надо уступить Крым россиянам и так далее, так далее. Я не буду говорить, демократам надо сделать так, демократам надо сделать это. Я попытаюсь сыграть в такой мысленный эксперимент, чтобы потом сравнить, что из этого было реализовано, а что не было. Это не более чем прогноз. Вашингтон-Пост пишет. Он мог быть вспыльчивым и требовательным к своим сотрудникам, но в своей публичной роли президента он почти всегда был добродушным патриархом. После того, как его всю жизнь недооценивали, ему понравилось быть главным, и ему было трудно отказаться от этого. Черт возьми, похоже на некролог, правда? Вашингтон-Пост, ай-яй-яй. Ну что значит был, мог быть, а сейчас, конечно, да-да-да. MSNBC. Также вполне вероятно, что на национальной конвенции Демократической партии в Чикаго демократы впадут в массовую фракционную склоку, в результате которой все стороны будут деморализованы. То есть прогноз MSNBC, что на съезде Демпартии не смогут определиться однозначно, кто же кандидат. По-моему, смогут. По-моему, смогут Камала Харрис. Ну, как-то за последнюю ночь я читал, что происходит. И выглядит это как Камала Харрис. Хотя Барак Обама против. Но Барак Обама, знаете, Барак Обама сделал свое дело, Обама может уходить. Обама специально отвлекся от того, чтобы гадить в российских подъездах, для того, чтобы уговорить Байдена уйти в отставку. Уговорил, все. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Теперь, я думаю, без него обойдутся при выдвижении следующего кандидата. Мне так кажется. Бостон Глоб. Поступая таким образом, можно сегодня сказать, что он поставил свои принципы, наследие и партию выше своего эго, стремления к власти и надежд на ближайшие 4 года. Вот тут я присоединяюсь к Бостон Глоб. Был ли кто-то из вас сторонником Байдена? Не был кто-то из вас сторонником Байдена? Надо, мне кажется, проявить уважение к решению человека, который действительно отказывается от продолжения политической карьеры. Ради, ну пусть скажем, даже своей партии, как минимум. Пусть даже не будем громких слов, что ради страны. Как минимум ради своей партии. А ведь этот человек понимает, что на этом заканчивается действительно вся его карьера, вся его биография заканчивается. Он же не станет после этого еще теперь мэром Сан-Франциско, правильно? Нет, не станет. Он 50 лет назад избрался в Сенат и был самым младшим членом Сената США тогда, на тот момент. А сейчас, уходя в отставку, он становится самым пожилым, скажем так, самым возрастным президентом США в истории. Поэтому надо проявить уважение к решению этого человека. Я лично снял бы шляпу, если бы она у меня была.